Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами наконец-то тюнингуем мой новый прицеп под цвет нашей Скании. И также мы сегодня с вами поменяем шины. Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем. Мы с вами уже находимся у мастерской, и прежде чем мы с вами начнем тюнинговать наш прицеп, вот 5 комментариев, которые попадают в мое сегодняшнее видео. А если именно ты хочешь попасть в мое следующее видео, то прямо сейчас оставляй комментарий под этим роликом и ищи себя в моем следующем видео. И мы с вами первым делом, прежде чем протюнингуем наш прицеп, я хочу поменять шины сначала на самом нашем грузовике. Хочу посмотреть, какие смотрятся красивее всего. Не знаю, мне больше всего нравятся эти. Мы, конечно, можем даже сделать даже так. Давайте так и оставим. Я не знаю, красиво это или нет. Я так понимаю, то колесо тоже меняется симметрично, да? Хорошо. Далее у нас с вами передний диск. Я в этом мало что понимаю. Поэтому даже не знаю. Давайте вот эти, Сириус, какие-то диски. Так, ступица. Вот тут есть красная ступица. Нет, ну красная ступица, мне кажется, уже чересчур. Так, это можно красить. Титан, давайте оставим титан. Гайки. Хромированные гайки сделаем. И колпак. Как поближе можно посмотреть? Вот так. Так, колпак. О, колпак. Volvo, Scania. Как-то... А без колпака? А мне нужен этот колпак вообще или нет? А то так не видно ни гаек, ничего, что я оставила. Или видно. Давайте вот так вот титановые оставим. Не знаю, как это вообще смотрится, нормально или нет. Ну да, наверное, оставим так. Далее, задние шины мы сделаем, конечно, такими же. И как угадать цвет? Давайте посмотрим, что здесь. Если вы слышите какие-то звуки посторонние, то кошка ломится в комнату, пытается открыть дверь. Я думаю, одинаковый цвет у нас получился. Далее, в общем, давайте оставим вот так. Если что, я потом поменяю. О, кстати, брызговики. Король дорог. Давайте сделаем король дорог. Я это не меняла. О, и задний бампер можем сделать. Давайте вот такой задний бампер. Кстати, его можно даже обвесить всякими проблесковыми маячками. Но я думаю, в этом нет смысла, если я буду кататься со своим прицепом. О, и даже настил мы можем поменять. Почему я раньше этого не замечала? Так, и выхлоп. О, вау. Мы даже можем сделать красивый выхлоп. Какова красота. Я хочу это. Я хочу оставить так. Мне нравится. Так, боковые юбки. Они у меня уже сделаны. Это все. Юта! Ради всего святого. Не надо. Собачка шумит на заднем фоне. Надеюсь, вы это не слышали. О, еще надо. Какой у меня здесь выхлоп? Все. У нас теперь одинаковые выхлопы со всех сторон. Здесь вот такая вот красота. И, ну, диски и шины я поменяла. Все, 41 тысяча оплачиваем. И переходим к тюнингу нашего прицепа. Здесь можно поменять кузов. Я думаю, что рефрижератор и изотермический кузов я куплю просто отдельно. Сейчас я хочу что-нибудь необычное выбрать. Например, вот фургон с боковыми дверями. Выглядит интересно, как мне кажется. Либо фургон с задвижным полом. Тоже смотрится интересно. Так, и что такое сдвижной пол? Что это означает? Я, кстати, знаю, что рефрижератор это как холодильник, да? А изотермический, что означает изотермический фургон? Давайте сделаем с вами фургон вот такой вот с боковыми дверями. И далее шасси. Я мало что понимаю в шасси. Я вот оставлю просто вот это, но также жду ваших советов, что мне сделать с шасси. Может быть, это как-то влияет на управление и маневренность. И давайте перейдем, наконец, теперь к покраске.
Так, я знаю, что у меня окраска самого тягача Sunrise, и я постараюсь сделать и сам прицеп такой же. Давайте оставим такой. И далее у нас уже аксессуары. Давайте сделаем такой палетный ящик. Мне просто нравится, как это выглядит. Далее сзади прицепа дефлектор. Пусть будет. Длинномер. Давайте сделаем, почему бы и нет. Сделаем вот так. Ничего лишнего добавлять не хочу. И брызговики. Ну, слушайте, насчет брызговиков тоже не знаю. Нет, я думаю, лучше без брызговиков. Не очень нравится мне, как это смотрится. Так, позади осей огнетушитель, цистерна с водой, запасное колесо, полноразмерные боковые юбки, хромированный ящик. Так, во-первых, сюда сделаем такой же ящик, а сюда давайте мы для антуража сделаем колесо. А сюда мы сделаем маленький ящик. Пусть будет так. Не знаю, чересчур это или не чересчур, но делаю как вот мне кажется хорошо. Так, и переходим мы с вами опять к шинам. Сделаем шины такие же, как и на самом тягаче. И здесь сделаем такие же. Далее задний диск. Задний диск. Кстати, мне может не хватить денег на это все. Я тут сижу такая, а у меня уже 68 тысяч получается. То есть мне придется что-то убрать. В общем, я решила пока что оставить шторный прицеп. Как раз почитаю ваши комментарии и пойму, есть ли смысл менять мне мой прицеп на фургон, либо на фургон с боковыми дверями, либо на рефрижератор, либо на изотермический. И пока что у нас будет просто шторный, и теперь нам хватает на все, что я тут пыталась сделать. Поэтому мы с вами можем продолжать. И в следующей серии мы вместе с вами тогда купим уже другой прицеп. Какой этот прицеп будет, я еще не знаю. Мы с вами вместе решим. Я вас послушаю, и мы с вами что-нибудь вместе выберем обязательно. Так, кроновский. Давайте сделаем вот это. Я в этом мало что понимаю. Так, здесь у нас тоже можно сделать ящик. Либо огнетушитель. Давайте поставим ящик. Пусть будет ящик. Ну, и я думаю, что на этом мы с вами можем закончить тюнинг нашего прицепа. Вот у нас, в принципе, что получилось. Так, вот эта штучка только пропала, когда я поменяла. Брызговики все-таки делать я не буду. О, можем сделать вот так. Давайте оставим так. Того у нас 46 тысяч. Я сегодня очень много денег потратила. Так, и все. Оплачиваем. И сейчас мы вместе с вами выберем груз и доставим небольшой грузик на небольшое расстояние с нашим новым прицепом. Так, какой бы только выбрать нам груз. Я хочу выбрать новый город, поэтому мы с вами повезем пробки 5 тонн из Карлскруны в... из Мы с вами повезем груз, пробки 5 тонн, из Карлскруны в Йончопинг. Йончопинг, вот так. Все. Так, все, фары я включила, самое главное, навигатор я убрала большой, и все, можем с вами ехать. Нет, прежде чем мы поедем, мы с вами посмотрим, смотрите, какова красота у нас получилась. Ну, вау. Я не знаю, мне просто очень нравится, как я сделала. Конечно, может быть, вы не оцените, но я почему-то довольна своей работой. У меня прям, он такой прям брутальный. Прям не сказать, что на нем прям девочка ездит. Но мне нравится. И с этой стороны тоже. Ну все, мне прям нравится. Конечно, может быть, потом я что-то поменяю, но я довольна тем, что я сделала. Подождем, пока все проедут. А всех очень много. Все, поехали.
В боковое зеркало могу теперь не только смотреть, но и любоваться своим прицепом. Как это комментировать? Главное, это все аккуратно сделала, посмотрела по сторонам, выехала, все, молодец. Ладно, ничего страшного. Тут такие интересные машинки со своими маленькими прицепами. Так, нам сюда. И теперь сюда. Только я парковать не буду прицеп для загрузки, потому что я это делать не умею, но я припаркуюсь, когда я довезу груз. Так, где там у нас пробки? Какой-то иончомпинг. Или как правильно? И все, наконец-то мы с вами можем ехать. Двигатель неисправен, надо было починить. Все, теперь мы с вами наконец-то можем уже выехать из этого города и повезти наш груз. Так, смотрим опять по сторонам. Все, никого там нет. Все, поехали. Так, здесь аккуратно. Так, никого больше нету. Главное, ни в кого не врезаться. Мы не спешим никуда. У нас с вами неторопливое скание. Но также, я думаю, мне будет очень приятно, если вы оставите комментарии по поводу прицепа, нравится ли вам, как я его сделала, или, может быть, мне стоит что-то поменять, что-то сделать получше. Быстренько проезжаем на желтый. Вот, может быть, что-то нужно немножко подкорректировать, поправить, где-то что-то убрать или добавить. Я прочитаю все ваши комментарии, вы это знаете, я стараюсь отвечать всем. Вот, замечаю все комментарии. Вот, поэтому буду читать. И также мне вот интересно просто ваше мнение. И пока мы с вами едем, не забывайте о том, что в субботу будет стрим. Скорее всего, это все-таки будет конвой. Мы с вами можем все вместе покататься. И со мной... Так, я сосредоточена. Не могу сформулировать свою мысль. Мы с вами будем отвозить либо по 2 груза по 200 километров, либо один груз на 400-500 километров, чтобы все успели покататься. И далее мы с вами отвезем 2 груза, и заходит другая партия людей. Следующие 7 человек. Либо 6 человек, если у меня будет один модератор всегда со мной в конвое. И также в воскресенье уже будет видос по Резиденту, по Resident Evil 8. Я очень боюсь в это играть, мне страшно, потому что я, в принципе, из ужастиков я только фильмы смотрю, а прям чтобы играть в игры мне реально прям очень страшно становится. Я даже не знаю, как я буду в это играть, как я вообще буду стрелять там, потому что я не умею, я никогда не играла в стрелялки. Но придется учиться, придется отбиваться. Я немножко знаю, что там будет, там какие персонажи. Вот, я знаю немножко сюжет 7-го Резидента, поэтому я уже не совсем ничего прям не знаю, но сама я не играла. И настанет этот день совсем скоро, и я прям вообще боюсь. Но мне интересно, мне уже реально самой интересно. Даже интересно, как я отреагирую на это все. И будет ли у меня хорошо получаться. Так, автобус, ты меня смущаешь.
Я бы хотела бы эту фуру обогнать перед собой, но пока что, думаю, не стоит, чтобы никуда не врезаться мне лишний раз. Я, кстати, на стриме мы с вами вместе поставили движок помощнее. У нас теперь там 600 лошадиных сил. Или 620, честно, я почему-то не обратила на это внимания, но он мощнее. Вот, но я как-то не особо это ощущаю. Хотя я могу попытаться разогнать Сканию. И тогда я пойму, наверное, что движок у нас получше. Но так-то вроде бы она реально как будто бы помощнее стала, лучше тянет. Да и груз у нас легкий, поэтому она без труда разгоняется. Везем с вами пробки в город с очень странным названием. Наверное, это даже хуже, чем Нюрнберг. Потому что Нюрнберг я уже могу выговорить. Это у меня уже получается. Я также вместе с вами на стриме, кто не был на стриме, рассказываю, что было. Убрала один флажочек, оставила только вот флажочек СКС, чтобы он не мозолил никому глаза. Именно вот эта вот асимметрия, то, что там было два флажка, и они были не друг под другом. И также я все-таки убрала маленький навигатор, потому что мне с ним неудобно, я привыкла к этому, который у меня большой. Я буду кататься с ним, потому что я к нему уже привыкла. Здесь ограничение 90, по идее он должен сейчас ехать быстрее. И сейчас на каком-нибудь ровном участке дороги я бы хотела все-таки его обогнать, потому что зачем я улучшала движок на своей Скании, если в итоге плетусь за этим тягачом. Но страшно, с другой стороны, влететь в другую машину или в другую фуру. Поэтому я сомневаюсь еще с тем, стоит ли мне обгонять его. Хотя впереди никого нету. И в принципе, давайте это сделаем. Все. Без проблем и без потерь. Спокойно обогнали. Можем теперь ехать дальше спокойно до следующей фуры. Или до следующей машины, которая будет ехать очень медленно. Кстати, скоростной режим я соблюдать сегодня не хочу, потому что мне нравится почему-то просто быстро кататься на Скайне. И, конечно же, при этом стараюсь не наносить никому ущерба. Я впереди уже вижу того, кого я могу обогнать сейчас опять. Главное не въехать. А, кстати, мне здесь, наверное, нельзя было обгонять, потому что это же вообще двойная сплошная. И это делать нельзя. Или я обгоняла, когда здесь была вот такая разметка. Я что-то не обратила на это внимание. Я уже вижу флажочек на карте, мы с вами очень быстро приехали. И также, кто еще не был на стриме, и кому интересно знать там состояние моего здоровья, потому что я до сих пор болею коронавирусом, то рассказываю, чувствую я себя лучше, но осталась, конечно, слабость, и это все из симптомов. Ну и, конечно, очень много сплю по 12 часов. Вот, и уже сколько, 3 дня назад ко мне должна была прийти врач мой лечащий врач, посмотреть на мое состояние, либо просто позвонить, и, ну, и, конечно же, она ничего не сделала, никто мне не позвонил, никто ко мне не приехал, вот, и поэтому даже слишком сильно разогналась. Опять этот несчастный поворот, который я не люблю. Я здесь застряла. Не помню, то ли я в видосе здесь застряла. То ли я в видосе тут застряла, то ли я в стриме это сделала. Но теперь я и в видосе тут застряла. Но здесь реально очень узко. Я не понимаю, действительно ли в жизни такие узкие маршруты прокладывают для фур. Ну, потому что, ну как здесь можно нормально приехать и нормально войти в поворот? Конечно, наверное, если ты опытный дальнобойщик, для тебя это не проблема, но лично мне это сложновато. Так, все, поехали.
И вот, никто не приехал, никто не позвонил. И 31 числа, я надеюсь, ко мне все-таки кто-то приедет, возьмет повторный мазок, чтобы я наконец-то уже узнала, что у меня отрицательный тест. Я надеюсь, что он будет отрицательный, хотя у некоторых людей несколько раз тесты бывают положительные, и они вообще сидят по целые месяца, сидят просто дома из-за этого. Но я надеюсь, что мне повезет, и что раз я перенесла в более-менее легкой форме, хотя, конечно, это было плохо, я надеюсь, что у меня будет тест отрицательный. Машина так перестроилась, как будто бы знала, что не стоит ехать передо мной. И когда ко мне придет отрицательный результат теста на коронавирус, я наконец-то смогу выходить на улицу. Моя сейчас единственная мечта — это выйти погулять. Прям очень-очень-очень сильно хочу. Но нельзя, потому что я порядочный, законопослушный гражданин, и карантин мне нарушать нельзя, иначе я позаражаю всех своих соседей и всех остальных. Тем временем нам совсем чуть-чуть осталось проехать. Пропустим эти машины. Так, я надеюсь, я успею. Надеюсь, очень успею. Так, все. И мы с вами приехали в Йончопинг. Кто такие названия придумывает вообще? Для кого? Для кого их придумали? Так. Так. Все. Давайте его припаркуем, как я и обещала. Я уже это делала один раз в своем видео, поэтому я понимаю, как его нужно парковать. Главное не спешить. Ну, конечно, ну да. Не очень. О. Заглушить двигатель. И все. Все, мы с вами доставили пробки из Карлскруны в Йончопинг. Все, у меня получается выговаривать. И на этом видео подходит к концу. Большое спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии по поводу того, нравится вам, как я переделала свой прицеп, и как вам, кстати, шины, потому что тягач я тоже немножко поменяла. И также пишите, какой фургон мне нужно будет купить следующим. Рефрижератор или... как он называется? Рефрижератор или какой-то другой тип фургона, название которого я не могу вспомнить. Всем большое спасибо за просмотр, всех целую и обнимаю, жду вас на своем стриме и не пропускайте видос, который выйдет в воскресенье. Всем пока! Девка за рулем, Девка за рулем,